собственно говоря, наш покос с более-менее нормальной травой. Вот такая вот долинка, вот она идет. Вот таких вот желтых цветов. Донник, донник он называется. Окультуренный донник. Ну, в общем, на той траве вот такой вот он костер здесь более-менее густой. И уже все, метелку выбросил, в принципе, ждать времени уже нету. Не дай бог, дожди или ветер его вылежит, потом вообще его проблематично будет убрать. Значит, сейчас косим сначала-то вот у меня здесь вот идет. Вот тут пашни начинаю, хотя, кажется, здесь гора, там ближе к дому. Там он уже, то ли, видимо, переродился, хотя там сидел не позже его. Непонятно, в общем, но вот здесь вот как бы он всегда хороший, причем не только в этом году, он всегда здесь как бы. А там, значит, сейчас что делаем? Сейчас кашу сначала вот до этого ручья. Здесь вот ручей у нас, так. Вот до сюда окашиваю здесь его. Потом переходим на эту сторону и косим туда. Здесь вот он хуже костер, но здесь большое количество сорной растительности. Там и кобыляк, и пеканы вот эти растут. Ну, в общем, если сейчас это не убрать вовремя, прошлый год тут убирал поздно, граната сейчас подрастет, вот столько дудки, она будет вся цепляться за косилку эту. Ну вот, караул, в общем. Поэтому в том году где-то, я не знаю, когда, но помню, что метали 19 июля. Сегодня у нас 2 число. Ну, не надо будет сегодня выкосить. Сейчас вот такой квадрат сделаю, там до куста, наверное, до черемуха вот этого выбью, где более-менее трава. Вот так вот как-то. Такие планы. Вот сейчас уже сегодня у нас тепло стоит. Третий день уже. Жаркая погода. Сейчас 28. На улице 11. Часов пол-11 где-то. Приехал я поздно, потому что пока настраивал косилку. Обмазал редуктора и прочее все. Потерял время. Ладно. Ну вот, прошел 4 круга. В общем-то, здесь нормально. Там нету ничего. Тарелки видно. Ну все, поехали. Продолжение меня. Мой комбайн, это точно знаю я. На чувик мне все равно, лишь бы шнек кидал зерно. Мой комбайн, продолжение рук и ног. На чувик мне все равно, лишь бы шнек кидал зерно. Мой комбайн, продолжение рук и ног. Ты меня не трожь, скромный я. И что ж, больше свой люблю комбайн, чем тебя, ядрёна вошь. Ты меня не трожь, ведь созрела рожь. Я пойду проверю лучше, шнек копните в жатку нож. Комбайн полгруза затарахтит. Этот звук меня по-прежнему бодрит.
Эй, кто с наш, кто сеет, а кто паш, в нашем коллективе недостойных нет. Эй, кто с наш, кто сеет, а кто паш, в нашем коллективе недостойных нет. Настает опять рабочая пора, полдень жжет невыносимая жара. Выпью банку молока, к рулю скользнет опять рука. Мой комбайн поднял пыли облака. Выпью банку молока, к рулю опять скользнет рука. Мой комбайн поднял пыли облака. Ты меня не трожь, скромный я. И что ж, больше свой люблю комбайн, чем тебя, ядрёна вошь. Ты меня не трожь, ведь созрела рожь. Я пойду проверю, лучше ж накопнитель, жатку нож. Дрожь скромный я. И что ж, больше свой люблю комбайн, чем тебя, ядрёна вошь. Ты меня не дрожь, ведь созрела рожь. Я пойду проверю, лучше ж накопнитель, жатку нож. Сейчас пойдем посмотрим для сравнения, что на той стороне у нас. Здесь вообще ничего нету. Хотя... Завершен наш покос на этих участках. Первый такой вот небольшой, и второй вот такой вот небольшой. В общем-то, я кашу специально такие небольшие участки, чтобы здесь копешечку сметал спокойненько, вот, сложил и все, не напрягаясь. Вот. Как бы так вот я частями свой покос всегда делил. Можно, конечно, все за раз махнуть, но был бы префлонник у нас наш. По сути дела, в селе еще никто и не начал косить-то. Ну, только, так понимаю, частники, во всяком случае. Вот, еще пока никто не прессует. Ну, поэтому я, в принципе, здесь вот на своих таких участках небольших сено убираю. Так.
Вот здесь чистый участок, вообще это костер практически один, он уже подсыхать стал, да, вот я до обеда косил, сейчас времени 3. Не 3, вернее, ну, не 3 часа, в общем, времени сейчас. А вот здесь вот эта вот желтая травка, я не знаю, как она называется, не помню, то есть забыл, знал. Вот, вот она, вот эти вот. И ее тут очень много. Особенно в середине. Как бы здесь и трава хорошая, в принципе. Тоже не сказать, что плохая. Костер такой. Вот. Но вот здесь, вот в этом районе ее просто караул. Я помню, вот на этом поле у нас лет так, наверное, ну, около 10 назад были пары. Оставили его с весны под пар. И потом вот эта вот желтая травка затянула, ну, буквально все, то есть вовремя не обработали их сразу с весны. Но потом уже кто работал здесь, ну, вообще долго они практически боролись все лето с этими кучами. Потому что она настолько вредная, и она настолько живучая, что в принципе там оборотный плуг прям ее не могли вывести ее. Вот целое лето тогда боролись только с ней с одной. И вот, видимо, дожди прошли, и ее сюда натянуло семян. Ну, вот она здесь вот место чуть пониже, как раз, наверное, она. Хотя вот еще я смотрел, тут неделю назад ходил, наверное, смотрел, ее еще не было. Ну, то есть она еще не зацвела. А сейчас она вот уже зацвела и пошла в дудку. Так, ладно. В общем-то, по сравнению с прошлым годом, здесь, конечно, тоже все прекрасно. В плане сорной растительности. В том году, сейчас вам покажу, я тут просто кричал караул. Настолько было сложно косить. Ну, во-первых, она еще больше была перерощенная. Во-вторых, особенность косилки Зари заключается в том, что вот здесь стоят лыжи, так называемые, которые по замыслу производителя являются как бы лыжами, салазками, на которых она движется и скользит, копирует поверхность. Это респект, да, за это. Ну и она такой вот высотой имеет, потому что вроде как бы это еще и своего рода делитель такой, да, который. Но, ребят, мало того, что она вот такая вот широкая, там буквально метров 3-4 придавливает траву, это ладно. Во-вторых, она имеет эту плитку, и она вот здесь вот на нее, на эту лыжу, вот такие вот, ну это вот, ладно, титаны, да, такие вот дудки как нацепляются, вехки потом вот так вот их перевернет, и они вот сюда вот так. Один, к ней второй, и вот так вот их косилка, вот так вот. Вот примерно то, и все, и потащилась к этому, начинает прибивать. Вот, поэтому я их всегда перенес под тарелки. Вот здесь я их маленько обрезал, убрал. Вот, и так их сделал. И не каюсь пока. Мне пока так нравится больше. Вот так. Ну все, ребята. Вот таким у нас был сегодняшний день. Вот таким был наш сенокос. Дай хорошей погоды, чтобы нам его убрать без потерь. Все, ребята, всем до свидания, всем пролетарский пока. До новых встреч. Увидимся на НМК.